Итак, тема сегодняшнего видео Boss Katana Go. Такую вот себе штуку купил для гитары. Называется Boss Katana Go 2. Будем измерять время задержки. Вот она так выглядит. Katana Go 2. Сейчас уже включено, настроено, потому что в интернете я не нашел время задержки, где можно найти. Так что снимаю сам. Осциллограф используется Hantek. Именно будем измерять гитарный вход наушники, сколько будет время задержки. В принципе, цель этого видео, чтобы понять, можно ли еще добавлять другие педали цифровые, какая общая задержка получится. Но в данный момент нас интересует именно какая задержка у Boss Katana Go 2. Осциллограф используется Hantek DSO 2D10. Частота генератора 1 кГц. Всего лишь подаем период. Два импульса на генераторе выставляем. Немножечко у меня так уже провода подсобраны. Вот такой беспорядок творится. В общем, с канала генератора переходит на первый канал осциллографа, а с выхода уже на наушники на второй канал осциллографа переходит. Предусмотрительно в самом Boss Katana Go 2 я включил все эффекты. Это хорус, реверберация, два эквалайзера. И еще там по максимуму эффектов навалил. Какие там только могут быть, да. То есть надо знать вот по полной программе, как она будет отрабатывать. Так что сейчас ставлю на паузу и начинаем измерение. И легким движением руки, вот так вот собрана схема. Теперь осталось нам только запустить генератор. Нажимаем на Burst, триггер. И вот у нас появляется импульс. Сейчас закроем меню. Так, будем сразу автоматически смотреть, не заморачиваясь. Вот по приходу первого импульса здесь находится указатель. Вот первый импульс пришел, на втором импульсе выход имеется. То есть, сдвигая эту сторону, вот что происходит, пишет время задержки. Совмещаем приходящий импульс с нулем. Так, двигаем. И с максимальным количеством эффектов где-то у нас получилось 2,16 миллисекунды. Вот сейчас подвигаю, покажу. Так что задержка, в принципе, неплохая. Если обычно вот использовать гитарный кабинет, я до этого экспериментировал, хорус, реверб, да, задержка где-то 1,6 миллисекунды получается, потому что эффекты они не все нужны. Поэтому я бы сказал, достойная задержка для вот такой маленькой штуки. Можно включать цепь. У меня еще на гитарах есть Tonex One. Для цели я думал это подключить. И беспроводной интерфейс, который сейчас я покажу еще. Вот VS70, Swift Audio. То есть он тоже его замерял 2 миллисекунды. У него задержка тоже 2,1. То есть в общем и целом, если включить Tonex, эта штука не более 6 миллисекунд, что в принципе у некоторых китайских процессоров задержка получается достаточно больше, а тут можно сидеть и без проводов, и задержку не более 6 миллисекунд иметь. Так что такая походная штука, чтобы где-нибудь не дома, если попрактиковаться, можно в гитарный чехольчик это все убрать, включить наушники, ни о чем не заморачиваться. Так вот. Прощаюсь.